Привет, дорогие мои зрители! Сегодня мы с вами приготовим очень вкусный Наполеон. Здесь у меня 300 граммов пшеничной муки, я добавляю 1/3 чайной ложки соли и вот так вот перемешиваю соль с мукой. Теперь нужно натереть 200 граммов замороженного сливочного масла, у меня жирность масла 82%, на терке, постоянно обмакивая его в муку. Обваливаем масло в муку и натираем, муку натираем. Если у вас есть блендер с чашей специальной, то это можно сделать в нем. Будет вообще буквально несколько секунд. Вот такая крошка получается, она неравномерная, не нужно добиваться, чтобы у вас было прям песочное тесто. Пусть остаются такие большие вкрапления сливочного масла, наоборот, тогда тесто получится более слоистым. Здесь 120 граммов ледяной воды, я добавляю 1 столовую ложку 6% уксуса и 1 яйцо. Перемешиваем яйцо с водой и уксусом. Вливаем и замешиваем тесто. Сначала вилкой или лопаткой. Если вы видите, что тесто уж слишком липкое, можно добавить немного муки. Перекладываем его в мисочку. Разделяем на 4 равные части, приблизительно 170 граммов каждая, и отправляем в морозильную камеру приблизительно на 30-60 минут. Пока тесто охлаждается, займемся кремом. Здесь у меня 40 граммов кукурузного крахмала, можно вместо него взять картофельный, но кукурузный все-таки подходит лучше. Я просеиваю крахмал, потому что, как видите, он у меня достаточно сильно комкуется. Сюда же я добавляю 40 граммов муки. Мука и крахмал нужны для того, чтобы загустить крем. Добавляю сюда же 230 граммов сахара и 3 крупных яйца. Перемешиваем до однородной массы. Параллельно я нагреваю 750 граммов молока до горячего состояния. Но смотрите аккуратно, чтобы молоко у вас ни в коем случае не пригорело, чтобы крем не получился тоже запахом пригорелого молока. Очень часто меня спрашивают, жидкости я даю в миллилитрах или же в граммах. Я всегда даю в граммах, почти всегда. Всегда в описании я указываю рецепт в письменном виде, и там вы точно найдете. Но в основном я взвешиваю все жидкие ингредиенты на весах, потому что мне так сделать намного проще, нежели пользоваться специальными мерными стаканами. Добавляем к яично-сахарной смеси немного горячего молока и быстро перемешиваем. Теперь яично-молочную смесь. Вливаем молоко, тоже помешиваем молоко, чтобы у нас ни в коем случае не сварилось яйцо. Возвращаем кастрюльку на огонь и, перемешивая постоянно, доводим до кипения. Дожидаемся, пока появятся первые пузыри. Не забываем перемешивать. Провариваем 1 минуту, чтобы мука и крахмал заварились, и убираем с огня. В горячий заварной крем добавляем 60 граммов хорошего сливочного масла и 20 граммов ванильного сахара. Хорошенько перемешиваем, пока масло растворится. Пахнет так вкусно. Накрываем крем пищевой пленкой в контакт, чтобы он не заветривался, и оставляем до полного остывания. Можно не накрывать пищевой пленкой, но тогда вам нужно периодически к нему подходить и перемешивать, тогда он остынет еще быстрее. Я вот так вот накрываю сейчас пищевой пленкой и поставлю в раковину с очень холодной водой в надежде, что он быстрее остынет. Достаем 1 шарик теста, он такой уже, смотрите, плотненький стал. Остальное тесто я оставляю в холодильнике. Пергамент я сразу хорошенько посыпаю мукой. Сначала вот так вот немножко руками, потому что я люблю работать с тестом. И теперь скалкой раскатываю его в большой прямоугольник. Стараемся раскатать очень-очень тонко. Я очень сильно люблю торт Наполеон, но меня всегда напрягает то, что нужно выпекать огромное количество коржей. Поэтому сейчас я решила немного упростить рецепт, и я буду выпекать только 4 больших коржа, которые потом разделю каждый на 2. И получится 8 коржей. Так быстрее, намного быстрее, нежели раскатать 8 или 10 отдельных коржей, и потом их еще 8 или 10 нужно и выпекать. Не забываем о том, что не только раскатать, но еще каждый по 10-7
И потом еще каждые по 5-7 минут нужно выпекать. Вот такой у меня прямоугольник теста получился. Сразу рассчитывайте на то, что потом мы будем его вот так вот пополам разрезать. Также смотрите, что если у вас вот такие где-то неровности, вот как здесь, то их можно обрезать слегка, да, и прилепить туда, где тесто чуть меньше. Мы края потом все равно будем немножко обрезать, но чтобы у вас максимально прямоугольная форма получалась. Тесто накалываем вилочкой, чтобы оно не пузырилось при выпечке. И каждый корж выпекаем приблизительно 5-7 минут в духовке, прогретой до 190 градусов, до румяности. Таких коржей нам надо испечь 4 штуки. И пока еще корж очень горячий, срезаем вот так вот края, подравнивая его. И теперь разрезаем его пополам. У меня получается по 18 сантиметров. Будут вот такие вот коржи. Очень они хрупкие, нежные. Мне даже не верится, но очень быстро я выпекла все коржи, раскатала их. Это намного быстрее, нежели тогда, когда я делала по 10-12 коржей, и я прям уставала, пока я вот это вот все раскатаю, все сделаю. Вот у меня сколько осталось обрезков. Кстати, выпекала я при температуре 190 градусов приблизительно 8-9 минут. Смотрите, чтобы они подрумянились. Я люблю, чтобы в Наполеоне были вот такие вот румяные коржи. Но вот несколько обрезков у меня совсем беленькие, поэтому я их сейчас отправлю в духовку тоже подрумяниться. Крем мы будем делать дипломат со взбитыми сливками. Для этого берем 500 граммов очень жирных сливок жирностью минимум 33%. Они обязательно должны быть очень холодными, из холодильника. Также вы можете охладить миску и можете охладить венчики, чтобы чтобы сливки лучше взбивались, извините. Взбиваем до устойчивых пиков, но смотрите, не перевзбейте, чтобы не получить сливочное масло. Вот посмотрите, как хорошо взбиты сливки, они отлично держат форму. Все, теперь берем миксер и взбиваем остывшую заварную основу. Я ее уже даже поставила в холодильник, чтобы она была такая холодная, как и сливки. Буквально она там у меня постояла, ну, наверное, полчаса. Взбиваем ее, чтобы размягчить. По 2-3 столовые ложки добавляю заварную основу и смешиваю со взбитыми сливками. И так, пока не вмешаю всю заварную основу. Приступаем к сборке торта. Крема очень много. Такая задумка, чтобы было много крема, потому что это очень вкусный и воздушный крем. Я его собираю на пергаменте, чтобы потом мне было удобно его перенести на красивое блюдо, потому что я делаю торт на день рождения. Выкладываем следующий корж. Если надо, можно чуть-чуть его подровнять. Так. И снова смазываем кремом. Вот так вот немного руками прижимаю, чтобы там разошелся крем и немножко торт выровнялся. Или можно сверху положить дощечку и отправить его в холодильник буквально на часик-два, чтобы там все пустоты между собой склеились, что-то куда-то крем ушел, откуда-то пришел. Но я сейчас закончу все одним махом. Смазываем верх и бока торта. Бока тоже смазываем, чтобы к ним прилипла крошка. Крема много. Хватает и наверх, и на бока. Обрезки коржей измельчаем в крошку. И обязательно, вот обязательно для вкуса добавляем сюда немного сахарной пудры. Вообще в идеале можно даже добавить сахарную пудру с ванилькой или с ванильным сахаром. Получится очень вкусно и ароматно. Я добавляю немного ванильного сахара для аромата. Наверное, пол чайной ложки. И где-то столовую ложку сахарной пудры для сладости. Потому что тесто, оно же пресное. Без сахара, а так эта крошка будет очень-очень вкусной. Украшаем верх. Классическое украшение Наполеона, которое всегда будет актуальным и, наверное, одним из самых
аппетитных оформлений, потому что сразу понятно, что это за вкуснятина. Так вот, можно пергамент. Так. То, что остается на пергаменте, потом снова уходит на торт. Его лучше чем-то накрыть, чтобы он не пропитывался запахами холодильника, и отправить в холодильник на 6-8 часов для стабилизации и пропитки. Прошло, наверное, часов 5, торт стоял все это время у меня на балконе, потому что сейчас зима, там прохладно, под пищевой пленкой, и на балконе такой аромат, так вкусно он пахнет, что вам просто не передать словами. Сейчас я разрежу и покажу, какой он получился внутри. Конечно, когда он ночь простоит, он полностью пропитается, но уже сейчас он, видите, держит форму и хорошие, мягкие, пропитанные коржи. Вот, посмотрите, какая красота. С ума сойти. Посмотрите, какой он получился красивенный. Конечно, ему еще нужно немножко пропитаться, чтобы коржи полностью уже размягчились, но сейчас уже, я думаю, видно результат. Ну что ж, давайте попробуем. Это божественно вкусно. Крем нежнейший, тесто еще не полностью пропитано, оно слегка хрустящее. Это такая вкуснятина, что обязательно готовьте, я уверена, вам понравится. 100%. Торт получился просто супер, настоящее объедение. Я надеюсь, что вы приготовите и будете в таком же восторге. Я же с вами, как всегда, прощаюсь и говорю вам пока, до новых вкусных рецептов.